Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые, мои самые замечательные, самые лучшие подписчики именно на моем канале. Сегодня мы обсудим с вами, а что скоро в вашей жизни станет настоящим праздником. Праздник к вам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий, как в рекламе. Итак, гадать я буду на Таро диком и неизвестном. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Что в вашей жизни скоро станет настоящим праздником? Будет что отметить и чему порадоваться. Может быть, в честь этого вы закатите целую вечеринку. Классное гадание? Я думаю, что да, тема очень хорошая. Даже мне тайком хотелось бы узнать, когда в моей жизни будет такой праздник. Поэтому, как только я вам погадаю, наверное, попробую попросить кого-нибудь из своих сделать мне тоже такой расклад. Потому что себе не гадают, помните об этом. Итак, давайте раскладывать наши замечательные каменья. Так, давайте вот первая позиция у нас будет вот такой вот фиолетовый, замечательный флюорит. Вторая позиция карнелиан, тоже такой немножко, чуть-чуть такой фиолетовый. Он больше на серый, конечно, похож. И третья позиция оранжевый кальцит, мистический камень Мексики. Представляете? Первая, вторая, третья. 3 кучки, 3 колоды, так скажем, из одной сделали. И будем узнавать, а что в вашей жизни скоро станет настоящим праздником, что вы даже захотите отметить. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Что в вашей жизни скоро станет настоящим праздником. Фиолетовый флюорит. Кстати, очень красивый. Ну, давайте посмотрим, дорогие мои, давайте посмотрим, что же в вашей жизни будет праздником. Тут у нас, значит, сын жезлов. Дальше суд. Дальше 8 жезлов. Вот, смотрите, уже большие перемены пошли, да? Так, повешенный. Луна. Тут 4 жезлов. 4 пентаклей. 8 кубков. 10 жезлов. 7 жезлов. 6 кубков. И наша замечательная дочь мечей. Смотрите, карты здесь показали очень интересные моменты вашей жизни в скором времени, потому что, вот как я вижу, да, вы сейчас человек очень такой, надеющийся на что-то и готовы к новым открытиям в жизни, новым знакомствам. На самом деле, то есть вы энергетически уже притягиваете к себе состояние некого праздника. Вот на самом деле это так и есть. Вы хотите увидеться с вашим ангелом-хранителем, вы хотите его прям узнать, вы хотите с ним познакомиться лично, и у вас есть такое какое-то мистическое состояние, мистическое откровение от вашего ангела-хранителя, что вот он то ли хочет вам явиться, то ли присниться, то ли подать какие-то знаки в виде, знаете, вот окружающей среде, там, как мы разбирали на канале eLife, можно узнать многие знаки в окружающей среде, то есть это цифры, это даже вот дерево, на которое вы обратили внимание, цветок, ну вот на улице, да, номер машины, потом буквы, где-то буквы в машине, буквы там на заборе написаны, на лавочке бывает что-то пишут. Вот хоть где. Бывает такое, идешь мимо магазина и написано «счастье есть», да. Бывает такое, что идешь, а вывеска гласит «выхода нет».
Вот понимаете как? То есть вот вам с вами ангел-хранитель, он разговаривает с помощью вот этих вот каких-то окружающих знаков, а вы хотите его увидеть и познать его. Вы стремитесь к нему, и вы стремитесь к чудесам в вашей жизни. У вас есть очень много энергии сейчас, действительно созидательной энергии, вы готовы к знакомствам, вы готовы узнавать людей, вы готовы с ними выходить на контакт. И, конечно же, вы готовы к диалогу. Ну, то есть много разговаривать, обмениваться новостями, сообщениями. Но в вашей жизни на сегодняшний день и в ближайшем будущем, конечно, есть неразрешенные проблемы. Конечно, ради этих проблем нужно пожертвовать вашим временем, вашими силами и какими-то, может быть, даже средствами. Карты говорят также, что в вашей жизни есть люди, которые пьют буквально из вас энергию. Есть люди, являющиеся вашими отяготителями, а есть люди, являющиеся вашими тайными недоброжелателями. И, соответственно, когда вы делаете хоть какой-то малейший вот успех, вот чуть-чуть прям, да, они сразу же почему-то начинают вас как-то вот подначивать, подсиживать, чуть-чуть подкалывать, пить вашу кровь, вот как говорят, да, энергию пить. И, соответственно, летучая мышь, она просто так не выпадает никогда, да, вот в этой колоде дико неизвестное Таро. Здесь у нас такие архетипы, и летучая мышь показывает, естественно, некого кровопийцу, то есть не просто так повешенный жертва, да, как в других колодах. Мы понимаем, что вас кто-то подвешивает, что-то подвешивает, что пьет из вас много энергии. И Луна, она рядом подтверждает, это происходит среди ночи. То есть это ваше темное время жизни. И это в самом ближайшем будущем у вас уже идет. То есть как будто бы это продолжается с сегодняшнего дня. Вы тайно очень хотите добра, и тайно вы очень хотите намека высших сил, вот куда вам дальше идти. А при этом у вас есть вот какие-то очень большие проблемы и тяжелые люди в поле. Однако повод для праздника у вас действительно будет в очень скором времени. И связано это в первую очередь, конечно, либо с местом работы, либо с недвижимостью. Что тут будет? Я объясню. Вот состояние прорыва какого-то, хорошая новость, вот с нее все начнется, вот как будто бы что-то раз и обрадовало. И первое, вот что может по недвижимости обрадовать, да? Ну, допустим, если из мелочи, то это какой-то перерасчет в лучшую сторону. Если из более крупных вещей, то светит даже, скорее всего, новая какая-то недвижимость или что-то в собственность, или какая-то покупка крупная, да? А по поводу работы здесь может быть хорошее продвижение вверх по карьерной лестнице. И, соответственно, также карты могут здесь показывать, что, допустим, вас укрепляют. Представьте, что вы были на испытательном сроке на работе, ну или чему-то учились, повышали квалификацию, и вы укрепляетесь. И теперь ваш доход, ваш заработок, ваша жизнь становятся более стабильными. Конечно, это повод для радости, остаться на какой-то там работе, должности, повыситься и получить хороший стабильный доход. Карты говорят, для этого вам придется что-то совершить, ну, сделать. Очень похоже на какую-то дальнюю поездку или очень похоже на, ну, вот момент как перелопачивания. Вот знаете, когда, если поездка, командировка, конечно, тяжеловато вот ехать, допустим, особенно на зиму глядя, куда-то и чему-то там еще учиться, что-то там постигать, что-то вот это вот делать. Но вы знаете, оно того стоит, стабилизации вашей жизни, что по поводу недвижимости, что по поводу работы. И, конечно, вы скажете, это моя победа, да, вот просто моя победа. Я теперь могу, вот какие-то у меня есть, да, какие-то свои новые возможности. Допустим, у вас стало жилье крупнее. Я теперь могу там детей расселить в свою соседнюю комнату отдельную. У них теперь своя комната есть. Или там купили дачу. Я теперь могу куда-то поехать, отдохнуть, что-то там поделать, поковыряться. Мне там ремонт нравится делать. Если вы, допустим, получили земельный участок, я начну там строительство. То есть вот уже как-то руки развязываются, да. Но для этого надо съездить, вот что-то оформить, что-то сделать, и там нанять кого-то или еще как-то, да, организовать. По поводу работы точно так же. Вы садитесь на новое место работы или там укрепляетесь на старом месте, но там есть гора каких-то неразобранных документов, старых вещей,
нужно прибраться в новом офисе, вот что-то перелопатить, вот я говорю, или куда-то съездить на переобучение, еще какое-то повышение квалификации, какие-то взять еще документы. И, естественно, это все время, это все силы. Но эти силы вы как будто бы будете тратить прям-таки с удовольствием. То есть у вас идут подвижки в финансовом смысле, да. Также, что еще карты показали здесь? То, что в скором времени вы пообщаетесь с кем-то из прошлого, кого вы давно очень знаете, кого вы не видели очень давно. И это будет для вас как резкая вспышка. Вот, вы даже не ожидали, что этот человек объявится. Напишет, позвонит, получите новости от этого человека. Мне кажется, это тоже повод для праздника. В каком смысле? Да, вот, как бы старый человек, но новый. Потому что давно не общались, есть обменяться какими новостями, что-то рассказать друг другу о своих там семьях, не знаю, о своих каких-то передвижениях в жизни, может быть, достижениях или провалах. Вот понимаете, вот идет именно обмен информацией, но в состоянии таком вот эйфории, радости, что человек появился, что вы снова общаетесь. И я считаю, что это может быть как бывшая одноклассница, одноклассник, друг или подруга, с кем вы раньше общались, даже бывший любимый человек. И вот ты встречаешь этого человека, да, и вы такие вот смотрите друг на друга, и состояние ностальгии есть что вспомнить, да, и с другой стороны человек реально чувствуется, как будто он как новый, обновленный. Он же стал совсем другим, он там, этот человек уже там прошло время, вы они общались, и он изменился, этот человек, может, там имидж изменил, да? И вам интересно посмотреть друг на друга. Конечно, это состояние, когда тебе это хочется, ну, как-то отпраздновать. Поэтому вот вам такой пришел праздник в жизнь, и я думаю, что есть повод для радости. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Праздник к вам приходит и приносит и веселье, и вкус бодрящий. Мне так нравится эта реклама, я не знаю почему. Так, наш Корнелиан. Хорошо, давайте посмотрим, какой праздник в вашу жизнь придет в скором времени. Ну, я уж там исключаю какие-то там государственные праздники или еще что-то. Так, у нас тут, значит, 8 пентаклей. Дальше, значит, отец мечей. 10 кубков. Так, следующая у нас карта 8 мечей. Тут у нас, значит, правосудие хотела силой назвать. 2 кубков. 2 кубков, 2 жезлов. Ага, влюбленные. Туз жезлов. Дальше 5 пентаклей. 6 пентаклей. И сын пентаклей. Вы посмотрите, сколько пентаклей завершили нашу пирамидку, да? Ну или там еще как конструкцию назовете, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Что говорят карты? Они в первую очередь показывают, что вы человек такой, работающий. Или человек трудолюбивый, в принципе активный в жизни, спокойный, уверенный в себе. И знающий, что вот, ну, нужно финансовое положение поправить, мол, вообще все будет окей. Или, мол, хранить финансовое стабильное положение. Вообще, деньги для вас сейчас, наверное, в жизни все-таки на каком-то первом месте, а дальше и личные дела или семейные дела. Потому что вас сейчас беспокоит явно какой-то мужчина. Этот мужчина либо связан с вашей семьей, либо связан с вашим ощущением семьи. Ну, то есть, я хочу с тобой семью, или я считаю тебя своей семьей. 8 мечей явно показывает, что идут какие-то проблемы, и проблемы могут быть сердечного плана, да, то есть что-то не так в отношениях. И вы считаете, что вас рассудит судьба, жизнь по правосудию, что в чем-то правы вы, в чем-то прав этот человек. Вот я вообще как считаю, что не бывает такого, что каждый был бы вот один прав, а один виноват, особенно в отношениях или в родственных связях, да и в дружбе тоже. В любых связях, в любых. Не бывает правого и виноватого, вот полностью бы кого-то одного, да. А чаще всего люди в чем-то правы, в чем-то неправы. И мне кажется, нужно научиться найти точки соприкосновения.
Вы хотите этого, но вы несколько категоричны к этому человеку. Вы как-то его уж больно судите. Вот знаете, бывают такие фразы: мужик должен, мужик обязан. Мне кажется, здесь какая-то такая история. Иногда близкий человек дороже, чем эти какие-то установки. И вам нужно помнить об этом, что не все всем обязаны, должны, и что не каждый может. Не у каждого есть такие способности. Мы все друг от друга чего-то требуем и ждем. Но на самом деле, а так уж ли мы должны друг другу? Если вы кого-то награждаете своими ожиданиями, так уж ли он вам правда должен? Вот в чем вопрос. Соответственно, даже если вы в кого-то вкладывали силы, это не факт, что человек все равно вам должен. Понимаете? И вот вас беспокоит человек, вас беспокоит член семьи или ваш любимый человек мужского пола. И, соответственно, вы не знаете, как выйдет дальше вот в отношениях, взаимосвязи, и будут ли еще какие-то терки, конфликты, претензии, причем, возможно, даже с вашей стороны. Но вас беспокоят деньги, финансовое положение, и вы хотите, чтобы оно либо стало стабильным, или повышенным, или оставалось стабильным и повышенным. И свои позиции вы отпускать не хотите. Праздник. Вы знаете, вот у вас, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, праздники начнутся вовсе не с денег. Вам покажется, что я сейчас ай-яй-яй, не то сказала вам. Хочу денег, да, почему-то мне тут про любовь. Но карты говорят, что у вас праздник и праздновать будет именно что в личной жизни, в любви или во взаимоотношениях с людьми. Карты показывают либо большую любовь, вот прям светлую и чистую, и выбор в связи с этой любовью. Причем выбор вы совершите по сердцу, и вам принесет это невероятное облегчение. И вы знаете, вот прям огонь зажигается. То есть люди испытывают сильное влечение друг к другу, страсть, и это похоже на какой-то роман, очень бурный роман, даже пусть с вашим мужем или с женой, или конфетно-букетный период с кем-то, вот знаете, когда романтика идет. То есть бывает, люди просто страстно друг к другу относятся, бывает очень романтично и нежно. Вот тут может быть как то, так и другое, смотря, все зависит от вашего характера и способа общения. Вот. И также это может быть просто колоссальная от кого-то поддержка, которую ты не ждешь. Вот бывает такое, что дело тут не в любви по картам, да, а просто, что к вам кто-то относится по-человечески, с любовью. То есть, вот у нас так было. Мы с мужем приехали в Германию с сыном, и были люди здесь, которые какое-то время предоставили нам свое жилье, свою квартиру. То есть они выехали с этой квартиры, жили в другом каком-то месте, в доме, а нам предоставили свою квартиру, то есть безвозмездно. Я не говорю, что это было надолго или еще что-то, но я не знаю, где вы можете найти таких людей, так вот просто за 5 минут и вот так вот раз и все, да. То есть это, сами знаете, дорогого стоит, и это никогда не забывается. И вы знаете, вот если даже вам все-таки не касается любви, вот тот праздник, который приходит в вашу жизнь, он может коснуться какого-то такого поступка, который к вам делают другие люди. То есть они могут даже вам быть чужими, но двойка кубков, двойка жезлов, влюбленные туз жезлов показывают, что иногда чужие лучше, чем родные. То есть вот здесь именно такая фраза даже идет. Праздник к тебе приходит и веселье от того, что ты понимаешь, что иногда чужие лучше, чем родные. И иногда чужие делают для тебя внезапно то, чего ты совершенно не ожидаешь, не ждешь вообще от Вселенной. И вот вы знаете, вот тут такое ощущение, да, вот какого-то чуда. Вот действительно чудо и благословение от взаимоотношений с людьми или человеком. То же самое бывает трактовка этих карт именно в личной жизни, да. Ты не ожидаешь, как тебя любят, ты не ожидаешь, как к тебе будут хорошо относиться и как тебя поддержит твой любимый человек. Ты думаешь совершенно сейчас о другом, о том, как справиться с трудностями,
о том, как заработать, о том, как справиться с каким-то мужчиной или устаканить с ним взаимоотношения, трудности победить, связанные с этим человеком. Но ты не думаешь, насколько тебя поддержит судьба, жизнь вот в виде какого-то человека или людей. И ты не ожидаешь такой поблажки от Вселенной. Естественно, это праздник. Дальше карты показывают, что да, вас очень будет давить разочарование все-таки в финансовом смысле. Вы боитесь либо потерять деньги, либо их не заработать. Может быть, вас давят долги или какие-то финансовые трудности. А может быть, вас давит тот факт, что вы боитесь потерять свою стабильность. И карты говорят, что вам поможет какой-то честный человек в работе или в финансовом смысле. Это мужчина, но это молодой человек, молодой мужчина. Или мужчина просто, может оказаться вашего возраста или чуть младше вас. Вот как-то так складывается в жизни, что вы все равно попадете в нормальную стабильную фазу по деньгам, и кто-то поможет вам это реализовать. Бывает такое, что тебе трудно, там, не знаю, не заработать деньги трудно, а как-то их, допустим, организовать, переправить или еще что-то, да. А здесь вот как будто бы какая-то идет сначала ситуация не очень, но вот разочаровываешься, печалишься из-за того, как тебе с деньгами организоваться, а потом раз, и все получается именно от взаимопомощи со стороны мужчины или молодого человека. Поэтому это еще один повод для праздника, но именно после вот этого двойки кубков, да, и вот этих карт. То есть это после будет. То есть у вас даже, я бы сказала, два повода порадоваться и отпраздновать. Но вам Вселенная и Бог посылают именно помощь со стороны людей. Разных, может быть, и незнакомых друг с другом, но со стороны именно людей. Вы беспокоитесь очень сильно, вы беспокоитесь об одном, а жизнь распоряжается совершенно иначе. Вот такая вот у нас вторая позиция, очень интересная, мне понравилась. А мы идем с вами дальше. Мы идем к позиции номер 3. Праздник к вам приходит. Праздник к вам приходит. И веселье приносит наш оранжевый кальцит, мистический камень мексиканцев. Итак, давайте посмотрим, какой повод у вас в жизни будет скоро что-то отпраздновать и порадоваться. Выкладываем наши карты. Тут карта Мир. Дальше, значит, Отец жезлов, Смерть. Маг. Дьявол. Колесница. Пятерка мечей. Десятка мечей. Шут. Тройка кубков. Туз пентаклей. Сын кубков. Интересные карты. Наверное, третья позиция самая-самая мистическая получилась, потому что карты здесь выпали прям такие кардинальные. Вот вы знаете, бывают люди, которые раз натыкаются на мое видео в интернете, там в Ютубе или еще где-то, и они такие, находятся в жизни вот в каком-то, таком энергополе, что ли, больших перемен. Или, может быть, стадия в жизни большого переворота. Закончилась в вашей жизни одна какая-то фаза. И начинается другая, начинается она с полного перерождения и мистификации всего происходящего. Мало того, что вы себя не узнаете, так еще и какие-то случаются в вашей жизни такие перемены, которые действительно меняют все, переворачивают все с ног на голову. И вы понимаете, что жизнь уже не будет прежней никогда, и вы придаете этому еще и, значение такое, мистическое значение. И не зря вы это делаете, потому что, просто так такого волшебства или такой магии не бывает, да. Но
Для некоторых людей это сначала кажется плохо. Ну вот, допустим, ты живешь, там, не знаю, вроде как и не очень хорошо, да, но стабильно. Ну, есть у тебя там двухкомнатная квартира, средняя работа, там продавец в магазине, да, двое детей, муж. И тут бах, что-то происходит такое. Вот сначала ты это окрашиваешь в темные краски. Что-то, что, ну, меняет твою жизнь, совершенно меняет. Ну, например, закрывается тот магазин, в котором ты работал, да, и тебе кажется, ну все, работы нет, двое детей, муж мало зарабатывает, что мне делать, ай-яй-яй, паника. Соответственно, вот у вас идет, смотрите, мир, король жезлов, смерть, маг, дьявол. Перемены в вашей жизни явно связаны с каким-то мужчиной. И вам кажется, эти перемены, может быть, не очень хорошими, может быть. Или, мол, какой-то мужчина переворачивает вашу жизнь сейчас, вот как берет, вот не знаю, вот представьте, Земля крутится, вертится, да, а как вот этот вот ученый там или кто там мудрец, я возьму рычаг и могу перевернуть всю Землю, да. Вот тут то же самое. Кто-то взял и выкорчевывает вас из вашей стабильной ситуации ломиком. И вы не знаете, что с этим делать. Вы переживаете, психуете, мучаетесь внутри. И вам кажется, что ну, это черная явно полоса вашей жизни, но это не так. Я вам честно говорю, это просто не так. Вас жизнь пихает куда-то в другое место сейчас. И вам придется, скорее всего, куда-то перемещаться, ехать, переезжать, может быть, менять работу. Но вот в вашей жизни так получилось, что что-то очень сильно менялось, да, и доменялось до того, что вы вот в этих кардинальных переменах находитесь. Кто-то поменяет место жительства, кто-то аж страну, кто-то мужа, кто-то жену, кто-то работу, кто-то место учебы. Ну, придется. И вот, понимаете, вам кажется, что это ну, из рук вон плохо, а оно уже происходит. Однако, никогда не забывайте, что у вас выпало. Да, вам как-то вот даже очень враждебно, и вам кажется, что у вас есть недоброжелатели, может быть, которые все это устроили. Но у вас идет десятка мечей, а потом шут. Это ваше новое рождение, это совершенно точно. Вот ваша жизнь, она вас толкали к этим переменам, вам кажется они негативными. А знаете почему? Потому что вас уже давно толкают к переменам, и вы все не толкались. Как сделать так, чтобы человек все-таки мотивировался? Значит, принести ему в жизнь какие-то нехорошие события, которые его все равно толкнут к переменам. Судьба давно хотела, чтобы вы поменяли свою жизнь. Причем кардинально, но вы этого не хотели. И вы сопротивлялись всеми силами, хотя знаки шли давно. И сейчас вы считаете эти события все мистическими, потому что вы подозревали о них. Вы подозревали, что когда-то что-то случится, потому что вы никак не хотели менять свою жизнь или меняться, в принципе. И после десятки мечей у вас идет шут. После полного аута идет новая жизнь, возрождение. И вот как будто вы цыпленочек вот такой новый родились. И дальше, конечно же, идет большая удача в жизни. У вас тройка кубков легла с тузом пентаклей и с сыном кубков. Это карты потрясающие на самом деле. Они говорят, что вам в чем-то очень сильно повезет. Я тут обновляю свои старые фильмы и пересматриваю сейчас как раз-таки Дашу Васильеву, любительницу частного сыска. Вообще Дарью Танцову очень любила всегда. Подписана на ее Инстаграм и Телеграм. Вот, ну сам факт, что я пересматриваю Дашу Васильеву. И вот помните, у нее первая серия, ну вот роман, да, или как детектив, крутые наследнички, да, или какие-то наследнички, в общем, у нее были. И, в общем, там ее подруга Наталья, она жила себе бедно, ну пусть и в Москве, а сама Даша Васильева была учительницей в университете, преподавателем французского языка. Помните, если вы смотрели? И вот эта Наталья, она вдруг уезжает во Францию с каким-то молодым человеком,
И там она понимает, что она попала в очень серьезное, тяжелое обстоятельство. Потому что его маленькая, совершенно неуютненькая комнатушка находится на окраине Парижа, в каком-то рабочем поселке. И каждый вечер он ей покупал 2 куска ветчины. Один себе, один ей. Потом он ей сказал не покупать фасоль в банках, она слишком дорогая. А потом даже экономить электричество. И вдруг вот на фоне этого всего краха, да, на фоне вот этой несправедливости, которая с ней случилась, она и так-то в Москве плохо жила, а стала жить, ну, пусть во Франции, но еще хуже. Вот эта Наталья, она не хотела возвращаться, потому что она не хотела порадовать кумушек, которые будут о ней чесать там языки, да. И вот она оказалась вот на грани фола, полного краха. Вот и не могла развестись, потому что как я вернусь домой в Россию? И не могла уже оставаться в таком положении. Она оказалась в десятке мечей. Но воля случая. Однажды ее муженек, француз, повез ее на какую-то очень богатую вечеринку в хороший дом, богатый дом. Причем на тот момент ей было 37 лет. То есть, сами понимаете, она сменила уже там, по-моему, 4 мужей, у нее никак не удавалась жизнь. Он ее привез в этот богатый дом, и она познакомилась там с 23-летним парнем, французом, причем миллионером. И стала Натальей Макмайер. Миллиардершей, я бы даже сказала, по-моему. Вот. Как она стала? В один день она объявила тут же на этой же вечеринке своему муженьку, что она остается в этом доме с этим парнем, французом, и домой она больше не вернулась и развелась. Вышла замуж за другого, за богатого человека. Вот понимаете, что такое здесь шут? Шут – это ее вот этот случай появления в этом богатом доме, на этой богатой вечеринке. Что такое тройка кубков, да? Ну, вот это большая радость от встречи. Туз пентаклей – это невероятное богатство, а сын кубков – это вот этот новый человек, который изменит ее жизнь в лучшую сторону. И, естественно, это повод для праздника и радости. Но я вам просто привела жизненный пример из фильма. А какой будет в вашей жизни праздник, нам только предстоит узнать. Однако он будет примерно на этом же уровне, да? То есть ваша жизнь такая плохая, которую вы даже не могли никому рассказать, связанная с мужчиной, вся такая вот крах, да? Вдруг меняется на 360 или на 180. На сколько там градусов можно поменять? Я в геометрии не сильна. На 180 градусов разворачивается в обратную сторону. И получается так, что вы становитесь совершенно в другое положение. Туз пентаклей подтверждает, что ваше финансовое положение явно улучшится. Возможно, в этом поможет какой-то сын кубков. Молодой человек или мужчина. Вот такие вот у нас были здесь 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!